Да, я прекрасно понимаю, что опоздал с этим видео. Оно должно было выйти еще месяцев так 8 назад. К слову, оно уже было практически готово. Я написал сценарий, записал голос, но из-за проблем не смог выпустить этот ролик. Со временем актуальность ролика снижалась, и я не хотел им заниматься. Но зачем добру пропадать? Ведь на носу новое голосование за мобов и новый Minecraft Live, так что приятного просмотра. Вот уже несколько лет в Майнкрафте проводится голосование за новых мобов. Точнее, просто голосование за какой-то новый контент, который будет добавлен в следующее обновление. Это отличный способ для взаимодействия с аудиторией и поднятия популярности. Когда впервые его проводили, было немного непонятно, как это, для чего это, ну и под конец, а почему нельзя добавить сразу всех 3 мобов одновременно? Когда-то меня тоже мучил этот вопрос, но потом я для себя все понял. Как вы знаете, разработчики и люди, которые работают в Mojang, никогда не скрывают, за кого же они будут голосовать, даже агитируют, за кого отдать свой голос. Это нормальная практика, им так делать не запрещено. И вот, после голосования, один из разработчиков написал целую статью на тему того, что ему не нравится в голосовании, что бы он изменил и что можно улучшить. Она максимально интересная. Я решил ее привести для вас, но когда я закончил, то понял, что это идеальный сценарий для полноценного ролика. Я связался с Феликсом, так зовут разработчика, и он дал разрешение на то, чтобы я сделал из этого видеоролик, дабы больше людей смогли получить ответы на все вопросы. Очень важно подметить, что это только мысли самого Феликса, они никак не отражают позицию Mojang или Microsoft. Все, что он написал, только его отношения и идеи. Mojang и Microsoft к этому не имеют никакого отношения. Это его статья и его блог, ведь он, так же как и мы, фанат Майнкрафта. Запомните, это очень важно. И спасибо огромное Феликсу за то, что он разрешил мне сделать видео. Ссылки на его страницу в Твиттере и оригинальную статью можно найти в описании. Сам Феликс работает в Mojang с января 2020 года и сейчас занимается разработкой движка Java версии Майнкрафта. До самого Minecraft Live и мобов он не имеет никакого отношения. Чуть не забыл, его никнейм произносится как Заэлифан. Minecraft Live 2020. Голосование за мобов на Minecraft Live 2020 проводилось между 3 мобами: Ледолог, Лютиковая корова и Светящийся спрут. В том голосовании среди технического сообщества Майнкрафта фаворитом был Ледолог, и, честно говоря, Феликс ожидал, что именно он победит. Все техническое сообщество игроков дало понять, что выбор очевиден, и все начали призывать голосовать за этого моба, продвигая своего фаворита в массы. Тем временем, довольно известный создатель контента по Майнкрафту опубликовал шутливый твит, в котором заявил, что они будут подписываться на каждого, кто докажет, что они проголосовали за Светящегося спрута. Это послужило стимулом для их подписчиков, и они начали голосовать за него. В конце они все же отменили это предложение, но многие видят в этом уже нанесенный вред. В итоге Светящийся спрут победил. Действительно ли голосование было сфальсифицировано? Победа Светящегося спрута стала настоящим кровавым сюрпризом как для Феликса, так и для технического сообщества Майнкрафта. В его кругах общения сложилось мнение, что это было мемное голосование, которое не имеет смысла. Прямая цитата Феликса: «Я не верю, что какой-то отдельный создатель контента повлиял на голосование мобов в 2020 году. Я так думал тогда и сейчас придерживаюсь этого мнения». Первое, что он сделал, так это спросил своих младших племянницу и племянника, за какого моба они голосовали. Они оба сказали: «Светящийся спрут, конечно же». Как будто это был очевидный выбор. Это самые маленькие фанаты Майнкрафта. Они даже не знали создателя контента, который сфальсифицировал голосование. Затем он начал смотреть на то, что говорили родители детей, за кого их чадо отдало свой голос, и опять он видел большущую поддержку Светящегося спрута. Поэтому Феликс убежден, что произошло следующее. Создатели контента и техническое комьюнити Майнкрафта создали информационный и одновременно дискуссионный пузырь относительно того, почему Ледолог самый лучший моб. Аудитория услышала хорошие мысли касательно моба, согласилась с ними и начала сама распространять их дальше по всему сообществу Майнкрафта, но не смогли распространить настолько сильно, насколько это нужно было, в те места, в которые им довольно сложно попасть в силу своего возраста. Детские игровые площадки, где происходит больше всего дискуссий о Майнкрафте. Но ведь в Майнкрафт играют не только дети. Да, в Майнкрафт играют все, в том числе и взрослые. Взрослые, у которых, возможно, нет времени следить за новостями Майнкрафта, которые, возможно, не могут выкроить время из своего рабочего дня, чтобы проголосовать за моба, или времени, чтобы прочитать любые новости, связанные с Minecraft Live. После каждого Minecraft Live Феликс проверяет обсуждения на Reddit и видит одну и ту же картину. Обсуждение каких-то новинок, связанных с новым мобом. И многие люди в комментариях спрашивают: «Это что?» И «Про это где-то говорили?» Скорее всего, это обычный игрок Майнкрафта. Они даже не подозревают, что
что происходит голосование за моба. Почему светящийся спрут? Это очень анекдотично, но когда Феликс изучил, почему людям нужен светящийся спрут, то он увидел комментарий о том, насколько крута подводная лодка в видео. Подводная лодка не была добавлена в игру и никогда не планировалось этого делать. Также комментарий о том, как светящийся спрут будет гипнотизировать игроков, как в видео. Светящийся спрут не гипнотизирует игроков, и Феликс никогда не видел планов о добавлении этой способности. Сам же Феликс передал этот отзыв команде в качестве урока, который нужно усвоить. Необходимо соблюдать баланс между тем, как медиакоманда проявляет свое творчество, и предоставлением хорошей, правильной информации сообществу. Minecraft Live 2021. 2021 год оказался гораздо менее хаотичным и драматичным, чем 2020. LA выиграл голосование, победив Светлячка и Медного Голема. Феликс хотел, чтобы победил Медный Голем. Лично для него самые очаровательные в постройках Майнкрафта, когда в них есть немного жизни и движения. Он часто строит какие-то бесполезные и легкие приспособления из поршней, дабы создавать видимости жизни. Презентации мобов были не сбалансированными. Первоначально Феликс говорил, что урок, который следует извлечь из 2021 года, заключается в том, чтобы не делать одного моба круче другого. После этого года он изменил его так: не накачивайте одного моба информацией больше, чем любого другого. Моб, который прячется в пещерах и дает вам предметы при обнаружении — негодник. Моб, который держит предметы и возвращается туда, где вы его поставили — туфовый голем. Моб, который хранит в себе древнюю тайну. Он вылупляется из древних яиц, которые можно найти под водой. Его можно воскресить, и он будет вынюхивать семена. Это древние семена, из которых можно вырастить новые растения. А еще он может вырасти в размерах. Феликс предполагает, что он немного предвзят, так как очень хотел, чтобы победил негодник, но он уже мысленно готовился к победе Нюхли после выхода всех видео про мобов. Для него это было похоже на еще один очевидный выигрыш моба. Все дело в деталях. Еще одно разочарование, которое заметил Феликс, заключалось в том, что дополнительные детали о туфовом големе и негоднике были доступны только на сайте в блоге. Чтобы узнать все об этих мобах, нужно было зайти на официальный сайт и прочитать статьи. Поэтому люди, голосовавшие за туфового голема, писали ему следующее: изначально я не хотел за него голосовать, пока не прочитал описание на сайте. Зачем вообще нужно голосование за моба? Когда Феликс впервые присоединился к Mojang в 2020 году, этот вопрос был задан перед началом Minecraft Live, и ответ, который он услышал, был просто идеальным. Он в точности не может его процитировать, но суть была такова: для нас это способ сделать так, чтобы все игроки Майнкрафта имели право голоса в разработке игры, а не только игроки, с которыми мы взаимодействуем каждый день в сообществе. Вот это отличный ответ. Это подтверждает его предположение о том, что светящийся спрут был фаворитом у того сообщества Майнкрафта, о котором у них было мало информации. То самое сообщество, которое обсуждает все на школьной или детской игровой площадке. Феликс искренне верит в то, что голосование дает им больше, чем отнимает, ведь это ожидаемая часть самого Minecraft Live, и она привлекает очень много народу. Почему не добавить всех трех мобов? Феликса удивило, что этот вопрос постоянно повторяется в сообществе, потому что он думал, исходя из своего привилегированного положения, что ответ очевиден. Даже если мы проигнорируем факт того, что это просто отменит голосование за мобов, то добавление всех трех мобов одновременно, грубо говоря, не добавляет их в игру совсем. Это ведь будет просто новое обновление, они станут его частью, и возможно это даже был бы не моб, а сами функции, которые он выполняет. Это может быть что угодно: блок, биом, предмет, еще один моб, что угодно. Учитывая, что время не резиновое, это было бы не 3 моба, а только 1. Если бы у них было свободное время для добавления всех 3 мобов, оно бы точно уже использовалось для добавления других вещей в новое обновление. Но то, что 2 других моба проигрывают, меня расстраивает. Феликс видел интересный комментарий по этому поводу. Игрок был особенно расстроен, потому что они показали мобов, которых он хочет видеть в игре, но всех их в игре не будет. Есть игроки, которые вообще воспринимают любой контент Майнкрафта как обещание, и голосование за моба для них было голосованием за то, какие 2 обещания они нарушат. Сам Феликс до сих пор не знает, как на это реагировать. Первое, что пришло ему на ум, было: вау, приятель, тебе бы точно не хотелось провести день в Mojang. Мы постоянно обсуждаем идеи, просто прогуливаясь по коридору, попивая кофе, пытаясь потушить пожар, который мы случайно вызвали в микроволновке. Во все эти обычные офисные моменты мы говорим об идеях. Иногда это идеи мобов, с которыми мы экспериментировали много лет назад, а иногда это новые идеи, иногда это идеи, что были вырезаны, а иногда это будущие идеи, которые, возможно, даже не воплотятся. Если бы все эти идеи были нарушенными обещаниями, то этому человеку было бы страшно просто наблюдать, как разрабатывается его любимая игра. Для Феликса голосование за моба — это голосование за одну из этих идей, которая не будет потеряна, как эхо в коридорах Mojang Studios. Как говорит сам Феликс, эта мысль пока что не до конца обдумана, и ему нужно больше времени, чтобы довести ее до ума. Но создатели модов могут очень быстро добавить этих мобов. У создателей модов есть несколько преимуществ на их стороне. Мобы уже были
разработаны. Большая часть работы над новыми мобами делается еще на этапах проектирования. После этого разработчики начинают подбирать задачи с точки зрения приоритета. Создатели модов могут пропустить этап проектирования, потому что разработчики уже выполнили этот этап. Мододелам не нужно беспокоиться о текущих приоритетах работы, ведь они не работают в Mojang и могут заниматься этим в свое свободное время. Создатели модов работают только в Java-версии Майнкрафта. Феликс не уверен, что сообщество действительно может понять, насколько работа над двумя разными играми с целью достижения паритета функций замедляет работу. Технически Java-код почти никогда не превращается во что-то пригодное для использования в Bedrock. При решении проблемы в Java-версии Майнкрафта разработчики иногда забегают немного вперед, предполагая, что у них есть бесконечное количество оперативной памяти, и тут же сталкиваются с реальностью, где понимают, что у них есть Bedrock, где такой возможности нет. Создатели модов, скорее всего, не работают со структурированием в организации. Это не просто работа над игрой, это работа над франшизой. В Майнкрафт происходит много всего. Помимо функциональности игры, сотрудники Mojang Studios несут исключительную ответственность за довольно много вещей, которые шокируют и удивят любого, ожидающего типичную работу компании по разработке программного обеспечения или игры. Часть этой структуры включает в себя общение через код. Множество людей прикасается к коду одновременно. Создатели модов, как правило, работают над кодовой базой, установленной на определенном уровне Майнкрафта, и, вероятно, не работают с pull-реквестами, на которые смотрят свыше 20 человек. Небольшая вставка от меня. Объясню, что он имел в виду в последнем предложении. Я сам не программист, не разбираюсь в этом от слова совсем, но у меня есть друг, который как раз таки занимается программированием. Он мне поведал и рассказал, что же это все значит. Спасибо, Костик. Так вот, pull-реквесты — это своеобразная система проверок кода. Сама игра состоит из кода, написанного разработчиками. Сам код игры может быть гигантским, и одному человеку очень сложно за всем уследить и писать все в одиночку. Поэтому на помощь приходят команды. Один берет на себя одну часть кода, второй другую, третий еще какую-то и так далее. После этого эти кусочки кода нужно собрать воедино, чтобы он заработал нормально, не вызывал ошибок и, что самое главное, не рушил то, что работало до него. Этим занимаются уже другие люди. Они проверяют этот код, правильно ли он написан, и отправляют дальше, где другие разработчики пытаются его уже поместить в игру. Это очень долгий и трудоемкий процесс. Надеюсь, что я смог правильно объяснить. Возвращаемся к словам Феликса. Моды не должны работать идеально с первого раза. Феликс заметил, что многие моды, демонстрирующие впечатляющую скорость разработки по сравнению с Mojang, имеют ярлык бета. Создатель мода может выпустить его, а затем работать над ошибками и исправлениями даже после релиза. Конечно, разработчики Майнкрафта тоже исправляют ошибки после релиза, но это замедляет разработку других функций, которые требуют приоритетности, поэтому лучше сделать все правильно с первого раза, а это требует времени. У создателей модов есть стимул добавить мобов в мод быстрее всех, создавая их как можно быстрее, прежде чем кто-либо другой, включая Mojang. Это хороший способ получить количество скачиваний вашего мода, или заставить игроков присоединиться к вашему серверу, на котором вы размещаете эти моды. Вот почему сообщество моддинга так велико. Оно стремится к инновациям со скоростью, с которой не может сравниться медленная организация. Стимулы вроде «мы сделали это быстрее, чем Mojang» продвигают моддинг, и это круто. Примерно во время голосования за моба Феликс видит очень большую активность сообщества вокруг контента, созданного игроками, включая моды. Как исправить голосование за мобов? Способ Феликса. Опять же, это только сугубо личное мнение Феликса, и когда он рассказал его некоторым своим коллегам, они были весьма шокированы, сбиты с толку и напуганы, ведь эта идея немного сумасшедшая. Его безумная идея заключается в том, чтобы практически ничего не говорить о мобах. Разработчики демонстрируют их дизайн, среду, в которой они обитают, говорят, пассивны это мобы или враждебны, и все. Затем игроки голосуют за моба, который вызывает у них наилучшие эмоции. После этого начинается второй тур, в котором они рассказывают, что умеет делать этот моб, выпадает ли из него редкий предмет или блок, можно ли на нем ездить, а затем они переходят к завершающему туру голосования. Как зовут этого моба? Это экстремальный, сложный и громоздкий подход, но Феликс думает, что это положит конец любому виду дисбаланса, когда один моб является превосходнее других. Его любимая часть всего этого заключается в том, что он возвращает двусмысленность дизайна мобов обратно к геймдизайнерам, у которых теперь будет гораздо больше возможностей для конкретизации моба после голосования, вместо того, чтобы раскрывать все карты в самом начале. Понятное дело, что эта идея требует доработки и много раздумий, и Феликс постарается выяснить, поможет ли она решить что-нибудь еще, ведь он понял еще одну вещь: голосование за мобов в порядке. Да, после Minecraft Live 2022 он почувствовал, что не нужно писать этот огромный пост. Голосование за мобов на самом деле крутая вещь, оно безвредно, это всего лишь игра, и это игра, которая будет продолжаться долго, а любые допущенные ошибки могут быть исправлены в обновлении. Это только 2% всех мыслей Феликса о голосовании за мобов. Если вам нужны остальные 98%, вам нужно стать частью Mojang, подписать соглашение о неразглашении и спросить его лично. Если вы не согласны с ним, тогда тегайте его в Твиттере и пообщайтесь с ним напрямую. Опять же напомню, что это все слова самого Феликса, и они никоим образом не касаются Mojang или Microsoft.
Microsoft. Еще раз хочу сказать спасибо Феликсу за его пост и разрешение сделать это видео. Все ссылки на него найдете в описании. Моя миссия заключалась в том, чтобы донести его мысли до большинства игроков. По большей части мне хотелось, чтобы вы узнали про то, как делаются те или иные вещи в самой компании. Возможно, когда-то мне удастся попасть в святую святых создания Майнкрафта и узнать больше, а потом рассказать вам. Но пока у меня такой возможности не было. Мне нравится идея Феликса о том, что нужно минимализировать информацию про мобов и выдавать ее порционно. Не то, что иногда медиакоманда, которая создает ролики про мобов, перегибает палку. Я вспоминаю голосование за спрута, и реально при первом просмотре я себя словил на мысли: «Воу, у этого светящегося спрута будет возможность накладывать эффект гипноза, и это что-то новое». Все потому, что когда ты смотришь подобного рода ролики, всегда пытаешься найти скрытый смысл, пасхалки, скрытые послания или подсказку. В этом же году вроде как такового не было, но я все равно пытался найти что-то скрытое от обычных глаз. Какие у вас мысли? Как можно улучшить голосование? Стало ли теперь яснее и понятнее? Пишите свои комментарии, обязательно ставьте лайки и 2 раза жмите на колокольчик. Пока!